Не забудь подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. А мы погнали! Глава 1. Рыжий лес. Зону ворон ненавидел. Не боялся, именно ненавидел. Эту глухую, вязкую, подкожную ненависть, которая копилась годами, как радиация в костях. Она не имела ничего общего с тем холодным страхом, который испытывают новички, впервые переступая границу периметра. Она была старше, глубже. Она въелась в его существо за 15 лет сталкерства. 15 лет, в течение которых он видел слишком многое. Людей, продававших друзей за банку тушенки. Наемников, снимавших скальпы с еще теплых трупов ради развлечения. Ученых, измерявших радиацию возле тел, не дожидаясь, пока остановится сердце. Новичков, которые сходили с ума в аномалиях, разрывая собственную кожу в попытке выбраться из невидимой мясорубки. Ветеранов, которые молча сворачивались калачиком в углу и умирали без единой раны, просто потому, что зона выпила их досуха, забрала волю, забрала память, забрала причину дышать. Но сильнее всего ворон ненавидел не это. Он ненавидел то, что зона была живой. Не в том примитивном смысле, как рассказывали новички у костров, пугая друг друга байками про призраков лабораторий. Не в том фольклорном смысле, как базарные сталкеры рассуждали о воле зоны или духе места. Ворон чувствовал это иначе, точнее, профессиональнее. Так, как может чувствовать только тот, кто провел в ней 15 лет и перестал быть гостем, став частью ее боли. Зона дышала. У нее был свой ритм, своя температура, своя память, свои привычки. Иногда она дремала, тогда аномалии вели себя тихо. Мутанты прятались в норах. Небо над головой было почти чистым, а выбросы не приходили по 2-3 недели. В такие периоды зона казалась почти мирной. Почти. Но старые сталкеры знали, это затишье перед голодом. Иногда зона просыпалась голодной. Тогда трава желтела за ночь. Вода в болотах становилась маслянистой, тягучей, будто в нее вылили цистерну машинного масла. По рации начинали ловить странные голоса, шепот, обрывки фраз, которые не могли существовать в природе, потому что передатчики были выключены. А мутанты выходили из нор, голодные, злые, смелые. Они подходили к самым базам, к самым кострам, заглядывали в глаза людям, проверяя, кто сильнее. Эта ночь была из голодных. Ворон стоял на краю рыжего леса и смотрел в темноту. Ветер тянулся сквозь мертвые стволы медленно, будто ощупывал пространство длинными холодными пальцами. Шуршали мертвые иглы. Кто-то или что-то выло далеко на северо-западе, низко, протяжно, с подвыванием. Обычно ворон не обращал внимания на такие звуки, но сегодня каждый шорох врезался в уши, как игла. Он вздохнул. «Что ж тебя носит, старый?» Прошептал он себе под нос.
Голос прозвучал глухо, придавленно. Он не любил разговаривать сам с собой. Это признак одиночества. А одиночество в зоне убивает быстрее пули. Но иногда слова сами срывались с губ, как будто внутри кто-то другой требовал выхода. Детектор аномалий тихо потрескивал на груди. Красная стрелка иногда дергалась вправо, но не зашкаливала. Обычный фон для этих мест. Автомат он держал наготове. Палец на предохранителе, но снят он был уже давно. 2 дополнительных магазина за поясом. Нож на левом бедре, чтобы выхватывать правой. Каждый предмет имел свое место. 15 лет – это срок, когда привычки становятся рефлексами, а рефлексы – единственным, что отделяет жизнь от смерти. Он двинулся в лес. Шаг, пауза, вдох, слух, еще шаг. В этом ритме он прошел уже больше километра, а рыжий лес все не кончался. Деревья здесь были цвета запекшейся крови. После второго выброса, того самого, который перекроил карту зоны на десятилетия вперед, лес выгорел изнутри. И с тех пор казалось, будто каждая сосна медленно гниет стоя. Кора отслаивалась лохмотьями, обнажая древесину черного, обугленного цвета. Корни вылезали наружу, скрюченные, изломанные, похожие на мертвых змей, застывших в предсмертной судороге. Между деревьями висел туман. Необычный утренний туман, который рассеивается с первыми лучами солнца. Этот был плотным, маслянистым, почти осязаемым. Он не поднимался и не опускался, он просто висел, будто лес задерживал дыхание. Ворон знал этот маршрут наизусть. Сначала старая проселочная дорога, разбитая еще в прошлом веке, когда здесь ездили грузовики. Потом ржавый автобус, лежащий на боку, с выбитыми стеклами и ободранными сиденьями. Внутри до сих пор пахло горелой проводкой и чем-то сладковато-приторным, разлагающейся плотью или просто старым пластиком. Ворон так и не понял. Потом бетонный блок с нацарапанной надписью «Здесь был шуруп 2016». Потом низина, где по ночам собирались слепые псы. Их лучше обходить стороной, даже если победишь, даже если положишь половину стаи. Шум выстрелов привлечет кого-нибудь крупнее. Кого-нибудь, кто не боится ни выстрелов, ни людей. Но сегодня лес молчал, и это было хуже всего. Ворон остановился, прислушался. Ничего. Ни криков слепых псов, ни тявканья карликов, ни далекого низкого, вибрирующего рыка кровососа, того самого звука, от которого у новичков подкашиваются колени. Даже цикады, которые обычно пилили свои бесконечные монотонные песни, сегодня затихли. Лес замер в ожидании. «Не нравится мне это», — пробормотал ворон. Голос прозвучал слишком громко. В мертвой тишине он раскатился между деревьев, ударился о стволы, раскололся на несколько эхо и вернулся обратно уже чужим, искаженным, будто кто-то другой говорил его голосом. Ворон мысленно выругался.
За 15 лет он не позволял себе такого. Выдать себя голосом в опасном месте. Но сегодня нервы были на пределе, и он сам не понимал почему. Может потому, что утром ему приснился странный сон. Тот самый, который преследовал его последние несколько месяцев. Дочь, Лиза. Она стояла на пороге какой-то железной двери, босиком, в белой ночной рубашке, той самой, в которой он видел ее последний раз 11 лет назад. Дверь была ржавой, облупленной, с массивной ручкой. Лиза смотрела на него, не моргая, не улыбаясь. Глаза у нее были черные, не зрачки. Все глазное яблоко было черным, будто кто-то залил тушь. «Папа», — сказала она, — «ты скоро вернешься?» А потом дверь открылась, и из нее пахнуло таким холодом, что ворон проснулся в ледяном поту. Он мотнул головой, отгоняя воспоминания. Ни время, ни место. Он снова замер. Где-то впереди, метрах в 30, раздался хруст. Не человеческий, не звериный, не тот осторожный, крадущийся шаг человека, который знает, что в лесу опасно, и не тот торопливый, дробный топот зверя, который ищет добычу или убегает от хищника. Это было нечто иное, будто кто-то ломал мокрые ветки огромными, непропорционально длинными пальцами, медленно, с наслаждением, будто проверял, как громко это звучит в ночной тишине, будто играл с ним. Ворон медленно присел за стволом дерева. Сердце стучало спокойно. За годы он научился контролировать пульс, но где-то глубоко, на границе сознания и инстинкта, уже проснулась та древняя, доисторическая часть мозга, которая отвечает за выживание, та, которая не рассуждает, та, которая просто знает: хищник рядом, и он сильнее. Тишина, потом снова хруст. Теперь ближе, метров 20, может 15. Ворон поднял автомат, достал патрон в патронник бесшумным, отработанным движением. Плащ-палатка не шелохнулась. Он давно научился двигаться, не издавая лишних звуков. Тело работало само, на автомате, а сознание анализировало, просчитывало, искало слабые места в темноте. В темноте между деревьев что-то двигалось. Сначала ворон увидел только силуэт, слишком высокий для человека. Человек не может быть таким высоким, 2,5 метра, не меньше. Слишком прямой для мутанта, который обычно передвигается на 4 конечностях, прижимаясь к земле, экономя силы. Потом длинные руки. Они свисали почти до колен и заканчивались чем-то, что при определенном освещении можно было принять за кисти, но пальцев было слишком много, и они были слишком длинными. Каждый палец, казалось, имел лишнюю фалангу, а может 2. Потом голову, череп вытянутый, как у волка, но лишенный шерсти. Кожа серая, натянутая, так сильно, что проступали очертания костей. Глазницы глубокие, темные, и в них тускло-желтые огоньки, светящиеся, как угли, которые почти прогорели, но еще хранят последнее тепло.
Мутант вышел из тумана почти бесшумно. Он передвигался на двух ногах, но походка была неестественной, будто его суставы сгибались не в ту сторону, или он учился ходить только вчера. Каждый шаг плавный, скользящий, без единого лишнего звука. Трава под его ногами не шелестела, ветки не трещали, только его дыхание, глубокое, влажное, с легким присвистом, выдавало присутствие живого существа. Человекоподобный, но только отдаленно. Так же, как человекообразная обезьяна отдаленно напоминает человека, если смотреть издалека, в сумерках, пьяным или напуганным одновременно. Кожа натянута на ребра, словно старая высохшая ткань на каркасе зонта. Ребра торчали наружу, каждое можно было пересчитать. Спина выгнута дугой, или так задумала природа, или мутант был кем-то сломан и сросся неправильно. Позвонок к позвонку, чудовищной болью, о которой теперь напоминал каждый его шаг. Нижняя челюсть раскрывалась слишком широко, не как у человека, на 3-4 сантиметра, чтобы проживать пищу, а как у змеи. Ворон видел, как челюсть буквально расходилась в стороны, обнажая два ряда игольчатых зубов, белых, острых, слишком чистых для существа, которое живет в грязи и крови. Ворон почувствовал, как по позвоночнику медленно, позвонок за позвонком, ползет холод. Не страх даже, предчувствие. Черт! Выдохнул он. Он никогда раньше не видел такой твари. Это пугало больше всего. Ворон знал зону. Он знал кровососов. Тех, кто срывает кожу с лиц своих жертв, оставляя только красный, живой, пульсирующий месивом череп. Знал псевдогигантов. Живые горы мяса, которые сносили все на своем пути, не разбирая, где бетон, а где человек. Знал болотников, карликов, слепых псов. Несколько раз сталкивался с контролером и даже выжил. Чудом, контузией и 3 простреленными пальцами на левой руке. Но эту тварь он не видел. Ни в одном справочнике ученых с Незалежной, ни в старых записях, которые иногда находили в разбитых лабораториях, ни в рассказах бывалых сталкеров, любивших прихвастнуть невиданными встречами у костра. Это было что-то новое, или что-то очень-очень старое, то, что спало глубоко под землей, дожидаясь своего часа. То, что помнило зону еще до того, как она стала зоной. Мутант остановился в метрах 10 от дерева, за которым затаился ворон. Понюхал воздух. Ноздри огромные, черные, вывернулись наружу, раздувались. Грудная клетка поднималась и опускалась быстрее, чем у человека. Быстрее, чем у любого животного, которого ворон когда-либо видел. На секунду ему показалось, что тварь улавливает его запах. Пот, порох, старая кожаная куртка, пропитанная дымом костров и машинным маслом, дешевый табак, который он курил последние 10 лет. Радиация, въевшаяся в волосы и поры. А потом мутант резко бросился вперед. Ворон не думал, он действовал. Автомат рявкнул очередью, короткой, прицельной. Длинной очередью стрелять нельзя. Пули уходили в молоко, ствол задирается вверх.
а тварь успевает добежать и вцепиться в горло. И пули, 4, 5, все в грудь, то место, где у человека находится сердце. Мутант дернулся, тело затряслось с крупной судорожной дрожью, будто по нему пропустили электрический разряд, но он не упал, даже не замедлился. Слишком быстро, слишком. Он метнулся в сторону, вправо, скользнул за ближайшие деревья, будто растворился в тумане. Кора полетела щепками. Зашуршала листва. Ворон уже не смотрел туда, он слушал. Слева. Треск веток. Слева. Нет, справа. Обманный маневр. Тварь умнее, чем кажется. Ворон развернулся слишком поздно. Мутант прыгнул сверху, с веток. Откуда-то, где его не должно было быть. Как он залез на дерево с такой тушей. Как он передвигался по веткам, не треснув ни одной, не издав ни звука. Ворон не успел понять. Удар тяжелый, мокрый, сокрушительный, сбил его с ног. Он упал на спину, автомат вылетел из рук, упал в грязь в 2 метрах. Ворон потянулся к нему, но тварь уже была сверху. В нос ударил запах гнилой плоти, серого, теплого мяса, которое только что отделили от костей. И еще чего-то сладковатого, приторного, похожего на формалин, тот самый запах, которым пахнут старые анатомические театры и морги. Тварь навалилась сверху, придавила грудью. Весила она, наверное, под 150 килограммов. Тощая, костлявая, но тяжелая, как мешок мокрой шерсти, мокрых костей, мокрой, чужой, чужеродной плоти. Ворон вцепился руками ей в шею. Кожа была холодной, ледяной. У нее не было температуры. Она была такой же холодной, как вода в замерзшем озере, как труп, который пролежал в земле неделю. Когти, черные, изогнутые, длиной с палец взрослого мужчины, полоснули по бронежилету. Ткань затрещала, но выдержала. Только царапины остались, глубокие, будто кто-то провел ножом. Мутант зашипел. Из пасти капала густая черная слюна, теплая, липкая. Она падала ворону на лицо, на губы, в глаза. На вкус, как ржавая вода, медная проволока и еще что-то химическое, кислотное. Она жгла кожу. Ворон выхватил нож, ударил. Раз. Лезвие вошло в шею по самую рукоятку. Костлявый хруст. Позвонок отозвался в руке вибрацией. Тварь взвыла. Еще. Второй удар в ту же точку, глубже. Третий, чуть выше, в основании черепа. Мутант завизжал. Звук был таким, что в ушах зазвенело. Ворон почувствовал, как вибрируют барабанные перепонки, как кровь приливает к голове. Этот визг не был просто громким, он был парализующим. Он проникал внутрь, в мозг, в самую глубину, где прячутся древние страхи. И в тот же миг зубы твари впились ему в левое плечо. Боль была такой, будто руку сунули в кипящее масло. Он слышал, как трещит ткани. И не только куртки, не только бронежилета, как хрустят мышцы, как рвутся сухожилия, как что-то теплое, жидкое заливает рукав, стекает по груди, по животу, на землю. Ворон закричал, ударил ножом снова, наугад, в то место, где у человека должна была быть ключица. Лезвие вошло в тело и застряло. Тварь дернулась, рывком освободила челюсти. Отскочила назад,
оставляя на земле темные капли крови. Не вороновой, своей собственной. И исчезла в темноте. Ворон остался лежать на мокрой земле. Тяжело дыша, пульс уже неспокойный, размеренный, а бешеный, как у загнанного зверя. 150 ударов в минуту, не меньше. Из левого плеча текла кровь, много крови, слишком много. Она пропитала куртку, жилет, рубашку. Она смешивалась с грязью, образуя черную маслянистую жижу. Он сел, кое-как стащил куртку. Рукав был разорван в клочья. Ткань висела лохмотьями, открывая глубокие раны. Рана выглядела плохо, очень плохо. 4 глубоких прокола от клыков. Края раны почернели, не просто покраснели или посинели от гематомы. Именно почернели, как гнилое яблоко. Кожа вокруг укуса теряла цвет, становилась серой, восковой. Вены вздулись, потемнели, поднимаясь от плеча к шее черной, пульсирующей сетью. «Нет, нет!» – прошептал ворон. Он слышал истории. Иногда мутанты заражали не радиацией, чем-то другим. Чем-то, что ученые с Незалежной называли векторной трансмиссией. Никто точно не знал, как это работает, но знали другие. После укусов некоторые твари люди сходили с ума. Они теряли память, переставали чувствовать боль, начинали есть сырое мясо, а потом уходили в лес и больше не возвращались. Иногда их находили в подземельях, подвалах лабораторий, в глубине аномалий, живыми, но уже не людьми. Ворон поднялся на ноги. Ноги дрожали, не от страха, от потери крови и насыщающего болью шока. Левая рука почти не слушалась, в ней будто не осталось костей. Она висела плетью, причиняя тупую, ноющую боль при каждом движении. Автомат он подобрал с трудом, левой рукой, потому что правая больше не принадлежала ему, потому что правая была лишь ноющим, кровоточащим придатком, который отказывался подчиняться командам мозга. Лес вокруг будто стал ближе, темнее. Туман даже казался гуще, чем несколько минут назад. Деревья тянули к нему свои черные обгорелые ветви, будто хотели обнять, удержать, не отпускать. И ворон впервые за долгие годы почувствовал настоящий страх. Не тот холодный, профессиональный страх, когда знаешь, что делать. Не тот рациональный, просчитывающий страх, который заставляет взвешивать риски, а тот животный, древний, доисторический, когда внутри все сжимается в тугой комок, когда пересыхает во рту, когда единственное желание – бежать, бежать, прятаться, зарыться в землю и не дышать. Но бежать было некуда, и прятаться не от кого. Он посмотрел на рану. Черные прожилки уже поднимались выше локтя. Они двигались медленно, неуловимо. Под кожей будто кто-то полз. «На янтарь», — сказал он вслух, — «только на янтарь». И пошел, потому что другого выбора не было. Глава 2. Первые симптомы. До базы на янтаре ворон добрался только под утро. Последние несколько километров он почти не помнил. Перед глазами все плыло. Иногда ему казалось, что деревья движутся не от ветра, а сами по себе,
как будто у них есть ноги, и они просто решили прогуляться. Иногда, что кто-то идет следом, тяжело дышит в затылок, касается спины холодными пальцами. Он оборачивался. Никого. Но чувство не проходило. Он пересек мост через старый канал, прошел мимо разбитой вышки, где когда-то сидели снайперы, и вышел к блокпосту. Ограждение из колючей проволоки, мешки с песком, ржавая бочка для мусора, старый техник по кличке Филин. Филин сидел у костра, грел руки над жестяной кружкой с чаем. Он был старым, под 60, наверное, но в зоне никто точно не знал ни возраста, ни настоящих имен. Сутулый, лысый, с глубокими морщинами на лице, которые делали его похожим на печеное яблоко. Очки в металлической оправе вечно сползали на кончик носа. Длинные, прокуренные усы. Филин поднял голову и замер. «Твою мать, Ворон, ты чего такой бледный?» «Аптечку!» «Что?» «Аптечку давай!» — повторил Ворон, и голос его прозвучал чужим, хриплым, срывающимся. Филин встал, кружка упала, чай разлился по земле. Старик смотрел на лицо Ворона, серое, землянистое, с черными кругами под глазами. «Заходи в комнату», — сказал Филин тихо. «Быстро!» В комнате техника пахла спиртом, ржавчиной, перегоревшими микросхемами и старыми тряпками. На столе валялись детали от раций, паяльник, мотки проводов. На стене висела карта зоны, вся истыканная булавками с цветными головками. Филин помог Ворону сесть на табурет, снял с него разорванную куртку, бронежилет. Рубашка прилипла к ране, запекшаяся кровь склеила ткани кожу. Когда старик потянул, Ворон зашипел от боли. «Терпи!» Филин разрезал рукав ножницами и побледнел. На секунду ему показалось, что его сейчас вырвет. Он сдержался, но усы дрогнули. «Это что тебя так?» Укус выглядел ужасно. Края раны были черными, отекшими. Вены вокруг вздулись, превратились в темные, почти черные шнуры, которые уходили вверх по руке, плечу, к шее, а под кожей что-то шевелилось. Едва заметно, будто черви ползали под эпидермисом. «Мутант!» — выдохнул Ворон. «Какой?» «Не знаю». Филин медленно поднял глаза. Обычно спокойные, даже ленивые. Сейчас они были полны ужаса. «Ты понимаешь, что это может быть заражение?» Ворон ничего не ответил. Он и сам это знал. Он знал с того момента, как посмотрел на рану в лесу. Знал, когда шел через мост. Знал, когда переступал порог этой комнаты. Он просто не хотел в это верить. Филин обработал рану перекисью. Белая пена зашипела, смешиваясь с черной кровью. Боль была адской. Ворон стиснул зубы так сильно, что услышал хруст. Глаза заволокло влагой. «Перевяжу», — сказал Филин. «Но это не поможет, ты ведь знаешь». «Знаю. Нужен врач, настоящий, с Незалежной или с Большой Земли». «Доберись до них через периметр», — усмехнулся Ворон. «Скажи, что у меня заражение от неизвестного мутанта. Они обрадуются». Филин промолчал. Он знал, что Ворон прав. Ученые на Большой Земле только и ждут нового материала.
нового вируса, нового штамма, новые образцы для опытов. Если они узнают, что ворон заражен чем-то неизвестным, его положат на стол, скроют живым и будут смотреть, как долго он не умирает. «Хотя бы скажи, что чувствуешь», — попросил Филин. «Холод», — ответил ворон. Это было правдой. Холод сидел внутри, не снаружи, где можно укутаться в одеяло или подойти к костру. Внутри, в костях, крови, в каждом позвонке, будто кто-то заменил его кровь на ледяную воду из артезианской скважины. «И слабость», — добавил он, — «сильная». Филин завязал бинт, потуже, слишком туго, но ворон не жаловался, он уже почти не чувствовал левой руки. «Ложись», — сказал старик, — «утром поговорим». Ворон лег на старый, продавленный диван, укрылся рваным одеялом, пахнущим машинным маслом и табаком, закрыл глаза. Сон пришел не сразу. Сначала он просто лежал в темноте и слушал, как Филин возится у стола, как потрескивают дрова в печке, как завывает за стеной ветер. Потом звуки начали искажаться, стали дальше, глуше, будто кто-то медленно закручивал ручку громкости вниз. И тогда пришли сны. Он снова шел через рыжий лес, но теперь деревья были живыми. Они изгибались, тянули к нему ветви, не как растения, а как щупальца, из которых выглядывали человеческие лица, мертвые, без глаз, рты открыты в беззвучном крике, и все они шептали одно и то же слово, хором, в унисон: «Голод! Голод! Голод!» Ворон попытался закричать, но не смог, рот не открывался. Он попытался побежать, но ноги приросли к земле. Корни обвили щиколотки, поднялись выше, к коленям. Туман сгустился, стал плотным, как кисель. Из него выступила фигура. Та самая девушка, Лиза, его дочь. Она была старше, чем в прошлый раз, лет 17, как в тот день, когда он видел ее последний раз. Белая ночная рубашка, босые ноги и черные глаза. «Папа», — сказала она, — «ты ведь меня не помнишь». Ворон хотел ответить, хотел сказать, что помнит, что никогда не забывал, но не смог, потому что вдруг понял, правда, не помнил. Ее лицо плыло, распадалось на части, как старая фотография, которую залили водой. Сначала исчезли глаза, потом нос, потом губы. Осталось только белое, гладкое, безликое пятно. «Ты забываешь меня», — сказала Лиза спокойно. «Это только начало». Ворон проснулся с криком. Он сидел на диване, мокрый от пота. Рубашка прилипла к спине, простыня сбилась. Плечо горело, не той острой болью, которая бывает от раны, а тупым, глубоким жжением, будто кто-то приложил раскаленный утюг. Он включил фонарь и замер. Рана увеличилась. За ночь черные прожилки поднялись уже до шеи. Они оплели плечо, спустились на грудь, поднялись к горлу. Вены вздулись, стали видны под кожей, как черные реки на карте, а кожа вокруг укуса стала серой, не бледной, серой, как пепел. Ворон коснулся ее пальцами и не почувствовал ничего. Совсем. Будто плечо больше не принадлежало ему. Будто кто-то ампутировал нервные окончания,
оставив только мертвую, безжизненную плоть. Филин спал в кресле. Старик храпел, свесив голову на грудь. Ворон не стал его будить. Он просто сидел и смотрел на свою руку и думал о том, сколько у него осталось времени. Глава 3. Голод. Через 3 дня Ворон перестал есть. Обычная еда вызывала тошноту. Тушенка, которую он раньше мог есть ложками прямо из банки, пахла тухлятиной, хлеб, пылью и плесенью, сухари, горелой бумагой, вода, металлом и ржавчиной, будто он пил из старой водопроводной трубы. Филин пытался заставить его поесть. «Так ты сдохнешь», — сказал он, ставя перед Вороном тарелку с горячей кашей. «Уже поздно. Не неси херню». Ворон посмотрел на кашу, жидкая, серая, с кусочками мяса. Пахло от нее, он не мог определить чем, чем-то отвратительным, чем-то, что заставляло желудок сжиматься в спазме. Он отодвинул тарелку. Филин вздохнул, забрал ее и вышел. Но Ворон видел страх в его глазах. Все на базе уже начали замечать изменения. Сталкеры, которые раньше здоровались с ним за руку, теперь обходили стороной. Те, кто сидел с ним у одного костра, теперь выбирали место подальше. Ворон понимал почему. Он изменился. Не только внутренне, внешне тоже. Лицо осунулось, скулы заострились, глаза ввалились. Под ними залегли черные круги. Нет, не недосыпа, а от чего-то другого. Кожа стала бледной, почти серой. А еще появился запах. Слабый сначала, едва уловимый, но с каждым днем все сильнее. Запах сырой земли, гнилой листвы, разлагающейся плоти. «Ты пахнешь», — сказал ему однажды молодой сталкер по кличке Чибис. И тут же отвел глаза. «Извини, но пахнешь». Ворон не обиделся, он и сам чувствовал этот запах. Он преследовал его повсюду, во сне, наяву, в комнате, на улице. Он въелся в одежду, в волосы, в поры. Это был запах смерти. Но хуже всего был другой запах, тот, который возникал, когда мимо проходили люди. Кровь. Ворон начал различать запахи людей. Не просто пот или одеколон. Он чувствовал кровь, теплую, живую, пульсирующую под тонкой кожей. Он слышал, как она течет по венам, как сердце бьется, у каждого по-своему. У кого-то ровно, у кого-то с перебоями, а у кого-то слишком быстро, как у испуганной птицы. Он чувствовал голод. Не тот нормальный человеческий голод, когда хочется есть. Другой, дикий, животный. Он начинался где-то глубоко в животе, поднимался к груди, сжимал горло. Ворону хотелось укусить. Он пугался этой мысли сначала, потом привык, а потом перестал пугаться. И это было страшнее всего. На 5-й день заражения произошел случай, который заставил Филина смотреть на Ворона совсем другими глазами. К базе приблизилась собака. Обычная дворняга, худая, грязная, с облезлой шерстью. Она вышла из леса, понюхала воздух и поплелась к будке, где Филин держал свои припасы. Ворон сидел на крыльце. Он смотрел на собаку и чувствовал голод. Не фигурально, не метаморфически, буквально. Во рту появилась слюна, живот скрутило.
В голове всплыла одна единственная мысль. Мясо. Теплое мясо. Кровь. Собака подошла ближе. Молодая сука. Кожа до кости, но все равно мясо. Она замерла в нескольких метрах от ворона. Подняла голову, посмотрела на него. И вдруг прижала уши и заскулила, жалобно, протяжно. Собака чувствовала в нем хищника, не человека. Хищника. Ворон медленно поднялся. Собака попятилась, но не убежала, словно ее что-то держало. Какой-то древний животный страх перед Альфой. Ворон сделал шаг, еще один. Он смотрел на шею собаки, на тонкую, беззащитную шею, на пульсирующую вену, на то место, где кожа тоньше всего. «Ворон!» Голос филина прозвучал резко, как пощечина. Ворон обернулся. Старик стоял в дверях, бледный. Рука его лежала на пистолете. Машинально, неосознанно, но очень красноречиво. «Что ты делаешь?» Ворон посмотрел на свои руки. Они дрожали. Пальцы были сжаты в кулаки. Когти впились в ладони до крови. «Ничего», — сказал он. Отошел. Собака сорвалась с места и исчезла в лесу. Ворон сел на крыльцо. Голод не ушел. Он только спрятался, притаился, ждет. Филин долго стоял в дверях, а потом тихо сказал: «Нам нужно поговорить». Ворон кивнул. Разговор состоялся через час. Филин пришел с 2 кружками чая и бутылкой самогона. Поставил все на стол. Сел напротив. «Я знаю, что с тобой происходит», — начал он. «Я видел такое раньше». «Где?» «На севере, лет 10 назад. Группа сталкеров нашла подземную лабораторию. Один из них поцарапался об какой-то артефакт. Поцарапался. Не укусили даже. Через неделю он уже не узнавал своих. Еще через неделю его пришлось застрелить». Филин замолчал. Отпил самогона. Он тоже пах. И тоже смотрел на людей, как на еду. Ворон опустил голову. «Сколько у меня времени?» «Не знаю. Может, неделя, может, 2, может, месяц, а может, завтра». Филин не ответил. «Я хочу, чтобы ты пообещал мне кое-что», — сказал Ворон, поднимая глаза. «Что именно?» «Если я перестану быть собой, если не буду узнавать тебя, если я...» Он запнулся, подбирая слова. «Если я попытаюсь кого-нибудь убить, ты меня остановишь». Филин побледнел. «Ты просишь меня тебя застрелить? Я прошу тебя не дать мне стать чудовищем». Старик долго молчал, потом налил себе еще самогона, выпил залпом. «Обещаю», — сказал он глухо. Ворон кивнул. Больше они к этому разговору не возвращались. Но ночью, когда Филин уснул в своем кресле, Ворон достал блокнот и ручку, написал крупными неровными буквами: «Меня зовут Ворон, я человек. Я не должен есть сырое мясо. Я не должен нападать на людей. Если я забуду это, убейте меня». Он положил блокнот в нагрудный карман и лег спать. Глава 4. Потеря памяти. Сначала исчезли мелочи. Ворон забывал, куда положил патроны. Не помнил, закрывал ли дверь в комнату. Путал даты. Однажды он спросил у Филина, какой сегодня день, и, услышав ответ, понял, что в его голове выпали 3 дня подряд. Просто пустота, черная дыра. Он не помнил, что делал в эти дни.
Филин сказал, он сидел на крыльце, смотрел в лес, не ел, не пил, просто сидел. «Ты разговаривал сам с собой», — добавил Филин, — «но не по-русски. Я не понял ни слова». Ворон попытался вспомнить. Ничего. Потом стало хуже. Однажды Филин заговорил с ним в столовой. «Помнишь Седова?» «Какого Седова?» – переспросил Ворон. Филин нахмурился. «Ты с ним 3 года ходил в одной группе. Он тебе жизнь спас 2 раза. Первый в подземельях под агропромом, второй на кордоне, когда ты в аномалию чуть не шагнул». Ворон молчал. Он силился вспомнить. Перед глазами мелькали какие-то образы. Человек в пятнистой куртке, седые волосы, хриплый смех. Но лицо не проступало. Лицо было размытым, как на старой фотографии, которую долго мочили в воде. «Я не помню», — сказал он. Филин отставил кружку. «Совсем?» «Совсем». В памяти начали появляться дыры, не маленькие, огромные, зияющие провалы. Лица стирались, голоса исчезали. События прошлого, которые еще неделю назад были яркими и живыми, теперь казались чужими, будто он читал о них в книге, которую давно забыл. Иногда Ворон смотрел на собственные руки и не сразу понимал, что они принадлежат ему. Они были чужими, длинные пальцы, мозоли на ладонях, старые шрамы. Он крутил руки, сжимал и разжимал кулаки, но чувство не проходило. Чьи это руки? Думал он и пугался собственной мысли. А по ночам становилось хуже. Он слышал шепот, тихий, настойчивый, многоголосый. Он исходил из стен, из пола, из собственной головы. Шепот повторял одни и те же слова. «Иди в лес, голод, дом». Ворон затыкал уши подушкой, надевал наушники, включал музыку на полную громкость, но шепот не исчезал. Он был внутри, его нельзя было заглушить. Иногда ему казалось, что под кожей кто-то двигается. Не черви, что-то другое. Будто его собственные мышцы шевелились сами по себе, не подчиняясь мозгу. Он царапал руки до крови, сдирал кожу ногтями, но ощущение не исчезало. Оно только усиливалось. На 7-й день заражения Ворон увидел свое отражение. Он случайно бросил взгляд в маленькое заляпанное зеркало, которое висело в углу, и не узнал себя. Из зеркала смотрел чужой человек, серое, землистое лицо, ввалившиеся глаза, черные круги, губы потрескались, покрылись коростой, зубы он не замечал раньше, стали казаться длиннее, острее, как у зверя. Он открыл рот, зубы действительно стали длиннее, клыки вытянулись, заострились. «Это не я», – прошептал он. Человек в зеркале пошевелил губами, повторяя его слова. Ворон сжал кулак и ударил по зеркалу. Стекло разлетелось вдребезги, осколки впились в костяшки пальцев, но Ворон не почувствовал боли. Он просто смотрел на свое отражение в осколках. Десятки маленьких лиц, десятки серых, чужеродных лиц, смотрящих на него со всех сторон. Он сел на пол, вцепился пальцами в волосы и долго сидел среди осколков, пытаясь вспомнить лицо дочери. Не смог. Он помнил только имя – Лиза. И все. Одно единственное слово без лица, без голоса, без тела.
Это напугало Ворона сильнее всего за всю его жизнь в зоне. Сильнее, чем первый выброс. Сильнее, чем встреча с контролером. Сильнее, чем укус той твари в рыжем лесу. Потому что он понял, его память умирает. Медленно, неуловимо, кусок за куском. И когда она умрет полностью, умрет и он. Останется только тело, только голод. Глава 5. Доктор. На 10-й день на Янтарь приехал ученый. Ворон услышал шум мотора еще издалека. Тяжелый вездеход, пробивающийся через лес, ломающий кусты. Такие машины в зоне не ездят. Слишком громко, слишком заметно. Это была машина с большой земли. Ворон вышел на крыльцо. Вездеход остановился у ворот. Из него вышли двое в военной форме. Автоматы, бронежилеты, приборы ночного видения. И третий, высокий, худой, с усталыми глазами. На нем был не военный костюм, а обычная куртка, джинсы, армейские ботинки, безоружный, с планшетом в руках. Пилин уже бежал к воротам. «Доктор Кравцов», — представился ученый, когда Ворон подошел ближе. «Вы Ворон?» «Кто спрашивает?» «Человек, который может вам помочь». Голос у Кравцова был спокойным, даже скучным. Ворон не доверял спокойным голосам. В зоне спокойствие часто означало либо смертельную усталость, либо полное отсутствие совести. «Откуда вы знаете про меня?» – спросил Ворон. «Слухи. Зараженный сталкер. Необычные симптомы. Быстрое ухудшение состояния. Мои работодатели заинтересовались. Что им нужно? Образец». Ворон усмехнулся. «И вы приехали взять его прямо с меня?» «Я приехал посмотреть, можно ли вас спасти», – спокойно ответил Кравцов. «Образец вторичен». «Врете». «Немного», – признал доктор, – «но спасти вас в моих интересах. Если я найду способ, мои работодатели получат больше, чем просто образец. Они получат метод». Ворон помолчал, потом отступил в сторону. «Заходи». Комната Филина стала лазаретом. Ворон сидел на диване, закатав рукав. Кравцов осматривал рану молча, долго, осторожно. Он не морщился, не бледнел. Его лицо оставалось бесстрастным, как у патологоанатома, который видел слишком много смертей, чтобы удивляться каждой новой. Потом он попросил Филина выйти. «Ты понимаешь, что происходит?» – просил Кравцов, когда они остались вдвоем. «Примерно». «Нет, не понимаешь». Кравцов сел напротив, сложил руки на коленях. «Это не обычная инфекция, не бактерия, не вирус». «Тогда что?» Ученый помолчал. «Мы находили подобное раньше, в нескольких точках зоны, в основном около артефактов с высоким уровнем пси-излучения. Это перестройка организма на клеточном уровне». «Перестройка во что?» «То, что лучше приспособлено к жизни в зоне». Ворон усмехнулся. «Мутанта?» «Хуже». Кравцов наклонился ближе. Голос его понизился, стал почти шепотом. «В гибрида, сохраняющего человеческий интеллект, но на службе у новых инстинктов. Мы видели таких, они не теряют разума полностью, они теряют контроль. Человек внутри остается, но он уже не управляет телом. Он становится наблюдателем в собственной голове и смотрит, как его руки рвут плоть его же друзей». Ворону стало холодно. «Не снаружи, внутри. Ты постепенно теряешь человеческие функции», – продолжал Кравцов.
Мозг перестраивается, инстинкты усиливаются, эмоции исчезают, память уходит. Осознание. Кравцов не ответил сразу. «Сохраняется дольше всего», — сказал он наконец. «Это самое страшное. Ты будешь знать, что становишься чудовищем, будешь чувствовать, как гаснет каждая мысль, как исчезают лица тех, кого ты любил, и ты ничего не сможешь с этим сделать. Сколько у меня времени? Не знаю. Дни? Возможно. Недели? Вряд ли». Ворон опустил голову. «Есть способ остановить». Кравцов долго молчал, отвел взгляд. «Есть способ замедлить, но не остановить». «Какой?» «Препарат. Он подавляет активность мутировавших клеток. Не убивает их, просто замораживает. Но у него есть побочные эффекты». «Какие?» «Частичный паралич, потеря речи, постепенное разрушение нервной системы. К концу курса вы не сможете ни ходить, ни говорить, но вы останетесь собой». Ворон поднял глаза. «И долго я так протяну? Месяц, может, 2. А потом...» Кравцов пожал плечами. «Потом препарат перестанет работать, и все возвращается на круги своя». Ворон сидел молча. Он смотрел на свои руки. Серые, чужие, с длинными, похожими на когти ногтями. Потом поднял взгляд. «Нет». «Что?» «Нет, не надо препарат. Не хочу доживать паралитиком». «Тогда останется только одно», – тихо сказал Кравцов. Ворон знал. «Сколько у меня времени без препарата?» «Если верить предыдущим случаям, дней 5-7, максимум 10. Потом вы перестанете быть собой». Ворон кивнул. «Спасибо, что сказали правду». Кравцов встал, убрал планшет в сумку. «Я оставлю вам препарат, на случай, если передумаете». Он положил на стол небольшой металлический контейнер. Внутри 3 ампулы с мутной жидкостью и шприц. Вкаливать внутривенно, сразу весь курс. Ворон не взял контейнер, просто смотрел на него. Кравцов направился к двери, на пороге остановился. «Одна вещь, которую вы должны знать, Ворон». «Какую?» «В 2 из 3 случаев, которые мы наблюдали, зараженные начинали слышать голоса. Шепот. Он просил их идти в лес, к центру зоны. Мы не знаем, что там, не знаем, кто или что их зовет, но знаем одно. Никто из последовавших за голосом не вернулся». «Что с ними случилось?» Кравцов посмотрел на него долгим, тяжелым взглядом. «Они стали частью зоны». Дверь закрылась. Спустя час вездеход уехал. Ворон остался один с ампулами, шепотом в голове и с черными прожилками, которые уже поднялись к подбородку. Глава 6. Изменения. На 12-й день Ворон перестал спать. Точнее, его тело больше не нуждалось во сне. Он ложился, закрывал глаза, но сознание оставалось ясным. Он лежал в темноте часами, глядя в потолок, слушая, как тикают часы. Сон не приходил, вместо него странное, полусонное состояние, в котором реальность смешивалась с галлюцинациями. Стены дышали, пол поднимался и опускался, как палуба корабля. Тени в углах двигались сами по себе, не подчиняясь источникам света. Ворон перестал различать, где реальность, а где игра его собственного распадающегося мозга. Но появилось и кое-что другое. Он начал слышать зону. Не звуки, что-то другое. Далекие, низкие импульсы, будто огромный организм дышит где-то под землей. Эти импульсы не были
слышны ушами. Они отдавались прямо в костях, в позвоночнике, в зубах. Импульсы становились громче, когда он смотрел в сторону леса, тише, когда смотрел на базу. Зона звала его. Иногда Ворон понимал, где находятся мутанты. Он чувствовал их, словно запах, но не носом, всем телом. Вот слева, метрах в 200, прошла стая слепых псов. Вот справа, ближе к болоту, залег кровосос. Вот еще кто-то. Большой, старый, умный. Он бродил вокруг базы, не приближаясь, но и не уходя. Ждал. Или начал избегать его. Остальные сталкеры тоже. Когда Ворон проходил мимо, разговоры затихали. Люди отводили глаза. Кто-то отворачивался. Кто-то демонстративно переходил на другую сторону. Однажды вечером, сидя на крыльце, Ворон услышал обрывок разговора из-за угла. Его надо пристрелить, пока не поздно. А если он уже не человек? Посмотри на него, он не человек уже 3 дня. Ворон не разозлился, и это пугало сильнее, чем сами слова. Раньше бы разозлился, вскочил бы, заорал, схватил за грудки, заставил повторить в лицо. Теперь ничего. Эмоции будто растворились одна за другой. Сначала исчезла радость, потом ушла грусть, потом страх. Осталось только раздражение, слабые, едва тлеющие. И пустота. Огромная, холодная пустота там, где раньше была душа. Но голод остался. Голод становился сильнее с каждым днем. Он теперь не проходил никогда, даже после еды. Ворон набивал желудок сухарями, тушенкой, кашей, но голод не уходил. Он жил в животе, в горле, в кончиках пальцев, в зубах. Особенно в зубах. Они ныли, чесались, требовали чего-то твердого, упругого, теплого. Мяса, сырого мяса. Ворон начал курить, много, пачку в день. Дым хоть немного притуплял голод, но ненадолго. На 13-й день случилось то, чего он боялся больше всего. Он потерял контроль. Это произошло вечером. Ворон сидел в комнате, перебирал патроны. Илин вошел без стука, как обычно. В руках у него была кружка с чаем. «Вот, держи!» Ворон поднял голову и вдруг почувствовал запах. Кровь. Она текла под тонкой кожей на запястье Филина. Теплая, живая, пульсирующая. Ворон не помнил, как вскочил, не помнил, как прыгнул. Очнулся он уже на полу, прижатый к доскам, с рукой Филина у своего горла. Старик сидел на нем верхом, тяжело дышал. «Ворон!» — крикнул Филин. «Очнись!» Ворон моргнул. Осознал, что пальцы его сжимают горло старика. Осознал, что еще секунда, и он бы начал давить. Осознал, что хотел укусить. Ворон разжал пальцы, откатился в сторону, лег на спину, глядя в потолок. «Прости», – прошептал он. Илин тяжело дышал, потрогал шею, на ней остались красные следы от пальцев. «Господи, я не специально, я знаю. Убей меня, Филин, пока я не убил тебя». Илин помолчал. «Нет». «Почему?» «Потому что ты еще не до конца потерял контроль. Ты остановился, ты услышал меня, ты отпустил меня. Это значит, что внутри еще что-то осталось». Ворон закрыл глаза. «Ненадолго. Может быть, но пока осталось, я не выстрелю». Они долго сидели молча, в темноте, слушая, как потрескивают дрова в печке.
А потом ворон снова услышал шепот. «Иди, нас ждут. Там твое место». Он зажал уши руками. Бесполезно. Шепот был внутри. Глава 7. Последнее воспоминание. На 15-й день ворон начал забывать слова. Не все сразу, отдельные, самые простые. Он открывал рот, чтобы сказать что-то, и вдруг понимал, что не может вспомнить нужное слово. Стул назывался деревянным штуком, на котором сидят. Огонь – горячая штука, в которой сгорают дрова. Филин терпеливо поправлял его, но ворон видел, как старик бледнеет с каждым разом. Имена исчезли почти все. Ворон больше не помнил ни одного сталкера, с которым ходил в зону, не помнил Седова, не помнил Чибиса, не помнил даже того, кто научил его различать аномалии по едва заметному мерцанию воздуха. Лица стирались. Однажды Филин показал ему старую фотографию. 3 человека в грязных плащ-палатках с автоматами на фоне разбитого автобуса. «Это ты», — сказал Филин, ткнул пальцем в одного. «А это я, а это Седой». Ворон смотрел на фотографию. Он не узнал никого. «Это я?» — переспросил он. «Да». «Странно». «Что странно? Я не помню, чтобы меня так звали». Филин спрятал фотографию. После этого случая он больше не показывал ворону старых снимков. Прошлое распадалось. Сначала ушли детали, цвета, запахи, мелкие события, потом целые годы. Ворон помнил, что был кем-то до зоны, но не помнил кем. Был ли у него дом? Была ли у него семья? Было ли имя, не кличка, а настоящее, данное при рождении? Он сидел у костра и пытался вспомнить. Ничего, только обрывки. Смех ребенка, дождь за окном, старая квартира с обоями в цветочек и голос. «Папа». Ворон вздрагивал каждый раз, когда слышал этот голос в голове. Девочка, его дочь, Лиза. Но лица он не помнил. Он изводил себя попытками вспомнить. Садился, закрывал глаза, перебирал в уме каждую деталь. Форма носа, цвет глаз, родинка на щеке, во что она была одета в последний раз. Белая ночная рубашка – это из сна, из галлюцинаций, а в реальности он не помнил. Он должен был помнить ее, но память уходила, как вода сквозь пальцы. На 16-й день ворон достал блокнот. Он писал медленно, с трудом, вырисовывая буквы. Почерк стал чужим, неровным, дрожащим, будто писал ребенок или старик с параличом. «Меня зовут Ворон», — выявил он. «Я был человеком. У меня была дочь, ее звали...» Он замер. Ручка застыла над бумагой. Ее звали... Ворон закрыл глаза, напряг память. Ее звали Лиза. Точно, Лиза. Но фамилию он уже не помнил. Не помнил, сколько ей было лет. Не помнил цвет глаз. Не помнил, жива ли она. «Лиза», – прошептал он. Имя ничего не значило. Просто звук, просто буквы. Он продолжил писать. «Если я перестану помнить, убейте меня». Через сутки он уже не понимал, зачем написал это. Почерк казался чужим, слова бессмысленными. Он перечитал блокнот, перевернул страницу и увидел. Ничего. Он не помнил, что писал, просто нашел в кармане какую-то бумажку с непонятными каракулями
и выбросил. Филин нашел блокнот в мусорном ведре, прочитал, молча положил обратно в карман куртки Ворона. Но Ворон больше никогда не открывал блокнот, потому что забыл, что он у него есть. Глава 8. Охота. На 17-й день исчез сталкер по кличке Грач. Молодой парень, 22 года, 2 месяца в зоне. Глупый, горячий, но не злой. Ворон помнил, как тот угощал его сигаретами. Щедро, по-мальчишески, желая понравиться старому и опасному сталкеру. Грача нашли утром, в лесу, в 100 метрах от базы, мертвым. То, что осталось от его тела, заставило даже бывалых сталкеров отворачиваться. Горло разорвано, грудная клетка вскрыта, будто консервным ножом, внутри пустота. Сердце, легкие, печень, все исчезло. Следы вокруг тела были странными, не медвежьи, не волчьи, человеческие. Босые ноги, широкий шаг, пальцы вдавлены в землю с нечеловеческой силой. Следы вели от базы. Филин пришел к Ворону. «Ты знаешь, зачем я пришел?» Ворон сидел на диване, смотрел в стену. Он не спал уже несколько суток, но не выглядел уставшим. Он выглядел мертвым. «Знаю». «Это был ты?» Ворон медленно повернул голову. «Я не помню». «Ты не помнишь или не хочешь говорить?» «Я правда не помню, Филин». Старик смотрел на него долго, тяжело, потом вздохнул. «Ночью у меня провалы», — сказал Ворон. «Я ложусь спать, а просыпаюсь в другом месте, в грязи, с кровью на руках. Я не знаю, где был, не знаю, что делал». «И поэтому ты ничего не говорил?» «Что бы это изменило?» Филин замолчал. «Теперь ты знаешь», — добавил Ворон. «И что ты будешь делать? Выстрелишь?» Филин медленно покачал головой. «Не сегодня». Он вышел, но Ворон видел его спину. Плечи старика были напряжены. Рука лежала на кобуре. Он не верил Ворону и правильно делал, потому что в ту ночь Ворон снова не помнил. Но чувствовал вкус во рту, кровь, свежая, теплая. Его собственные зубы все еще помнили, как рвали плоть. Глава 9. Распад. Тело менялось, медленно, неуловимо, ужасающе. Кожа грубела, покрывалась мелкими чешуйками, не как у рептилии, как у старой потрескавшейся земли. Цвет ее из серого стал почти черным. Температура тела упала. Ворон больше не мерз. Он сам стал холодным. Когда Филин случайно коснулся его руки, отдернул пальцы, будто от прикосновения к трупу. Пульс почти исчез. 40 ударов в минуту. 35. 30. Сердце билось редко, но сильно. Каждый удар отдавался во всем теле. Раны заживали слишком быстро. Царапины исчезали за несколько часов. Глубокие порезы за сутки. Как будто внутри включился какой-то древний механизм регенерации, не спрашивая разрешения. А боль уходила. Ворон перестал чувствовать боль, сначала мелкую. Уколол палец, не заметил. Обжегся о горячую кружку, не обратил внимания. Потом крупную. Он сломал ноготь, оторвав его до мяса, и просто посмотрел на кровь с недоумением. Ему не было больно. И вместе с болью исчезало что-то еще. Человечность. Ворон все чаще ловил себя на странных мыслях.
Когда он видел людей, первым делом оценивал их слабость, как хищник, кто быстрее, кто медленнее, кто ранен, кто здоров, кто отстанет, кто побежит. Он больше не думал о них как о друзьях или врагах. Он думал о них как о добыче, и это пугало его, но даже страх постепенно умирал. На 19-й день Филин попытался дать ему пистолет. «Если станет совсем плохо, — сказал он, протягивая оружие, — ты сможешь». Ворон взял пистолет, взвесил на ладони, обычный ПМ, старый, потертый, с нацарапанной на рукоятке надписью «Спаси и сохрани». Он долго смотрел на него, поднес к виску, нажал на спусковой крючок, щелк. Предохранитель был включен. Филин побледнел. «Ты...» — начал он. «Просто проверял», — сказал Ворон. «Раньше я бы испугался, что оружие заряжено. Сейчас нет». Он положил пистолет на стол. «Забери». «Почему?» «Потому что я не смогу выстрелить». «Не сможешь или не захочешь?» Ворон поднял глаза. В них не было ничего, пустота. «Что-то внутри не дает мне умереть. Инстинкт новый, сильный. Он сильнее меня. Если ты не сделаешь это за меня, никто не сделает». Филин медленно забрал пистолет. «Ты уже не он», — тихо сказал он. Ворон хотел ответить, но не смог, потому что впервые не понял смысла слов. «Ты уже не он». Что это значит? Кто он? Кем он был раньше? Какое это имеет значение? Он просто сидел и смотрел в одну точку, а внутри, где-то глубоко, маленький, умирающий огонек сознания все еще бился и знал, осталось недолго. Глава 10. Последняя ночь. Выброс начался неожиданно. Сирены завыли по всей базе в 2 часа ночи. Красные лампы замигали. Сталкеры, спавшие в повалку, вскочили, хватая оружие и маски. Небо стало красным. Такое бывает перед большим выбросом. Атмосфера раскаляется, и воздух начинает светиться багровым. «В укрытие!» — крикнул кто-то. «Быстро!» Люди побежали к подвалу старого здания, оборудованного под бункер, но Ворон остался снаружи. Он стоял посреди двора, задрав голову к небу. Красный свет лился на его серое, чужое лицо. Ветер трепал рваную куртку. «Ворон!» — закричал Филин. «Заходи!» Ворон не пошевелился. Он смотрел на небо и чувствовал восторг. Энергия выброса проходила сквозь него, как ток через провода. Кожа дрожала. Черные вены пульсировали в такт невидимым волнам. Грудная клетка поднималась и опускалась, но сердце почти не билось. В голове звучал голос, громкий, нечеловеческий, многоголосый. «Дом! Дом! Дом!» Ворон упал на колени. Перед глазами мелькали лица. Филин, Лиза, Кравцов, Седой, Чибис, Грач. Но они распадались, растворялись, становились чужими. Он попытался вспомнить свое настоящее имя. Не смог, только кличку – Ворон. И даже она уже казалась бессмысленной. Просто набор звуков, которые где-то что-то значили для кого-то, кто когда-то был им. Сирены выли, небо разорвали молнии. Необычные разряды аномальных энергий. Фиолетовые, извивающиеся как змеи.
Ворон поднялся, медленно, на негнущихся ногах, и пошел к лесу. «Стой!» — крикнул Филин. Он выбежал следом, схватил ворона за плечо. Ворон остановился, медленно, очень медленно обернулся. Филин замер. Глаза ворона больше не были человеческими, не мутными, не пустыми. Они были желтыми, тускло-желтыми, как у той твари в рыжем лесу, как у мутанта. «Ворон!» – прошептал Филин. Тот смотрел молча и вдруг открыл рот. «Кто это?» – спросил он. Голос был чужим, хриплым, сдавленным, будто говорил не человек, а кто-то, кто пытается изобразить человеческую речь, но не понимает, как работают голосовые связки. «Кто это?» — повторил ворон, указывая дрожащим пальцем на Филина. У старика подкосились ноги. Он понял. Сознание уходило. Последние остатки. Ворон больше не узнавал его, не помнил, кто это, не помнил, почему стоит на коленях перед старым техником в разбитой базе посреди зоны. «Это я, Филин», – прошептал старик, – «твой друг». Существо перед ним наклонило голову, словно пыталось понять слова, словно силилось вспомнить, но не смогло, потому что человека внутри почти не осталось. Существо зашипело, отступило на шаг. В его желтых глазах промелькнуло что-то. Боль, узнавание, страх. Но только на секунду, а потом исчезло. И остался только голод. Ворон развернулся и побежал в лес. Филин смотрел ему вслед. Плащ-палатка мелькнула между деревьями и растворилась в красном выбросном небе. Старик поднял пистолет, целился долго, но так и не выстрелил. Глава 11. Пустота. После выброса ворона больше никто не видел. Неделю, две, месяц. Филин ждал, смотрел в сторону леса, вслушивался в ночные звуки, но ничего. Сталкеры рассказывали странные вещи. В рыжем лесу появился новый мутант, высокий, сутулый, в старом рваном сталкерском плаще. Он не нападал сразу, сначала наблюдал, из тумана, из-за деревьев, из-за разбитого автобуса, стоял неподвижно часами, вглядываясь в людей желтыми глазами, а потом исчезал. Иногда люди слышали голос, хриплый, ломаный, словно тот, кто говорил, давно не пользовался речью. «Помоги!» Но когда подходили ближе, было уже поздно. Находили только кровь и следы, человеческие следы босых ног, вдавленных в землю чудовищной силой. Через месяц Филин собрался, надел бронежилет, взял автомат, 2 запасных магазина, нож, фонарь. В карман положил старую фотографию, ту самую, где они втроем стояли у разбитого автобуса. «Ты куда?» – спросил Чибис. «В лес». «Зачем?» «За вороном». Чибис хотел сказать что-то еще, но Филин уже шагнул за ворота. Он шел по старой дороге, мимо бетонного блока с надписью «Здесь был шуруп», мимо разбитого автобуса, мимо низины, где когда-то собирались слепые псы. Лес молчал, так же, как в ту ночь. Туман стелился между деревьями, пахло сыростью, гнилью и, едва уловимо, старым, выветренным трупным запахом. Филин шел долго, несколько часов, пока не увидел силуэт среди деревьев.
Высокий, сутулый, в рваном плаще, который когда-то был серо-зеленым. Илин остановился. «Ворон?» – тихо позвал он. Силуэт медленно повернулся. Существо вышло из тумана. Одежда висела лохмотьями, обнажая серую, покрытую чешуйками кожу. Пальцы вытянулись, превратились в почти чешуйчатые когтистые лапы. Челюсть деформировалась, нижняя выступала вперед, зубы торчали в разные стороны. Но глаза... На одно мгновение в желтых, тусклых глазах мелькнуло что-то знакомое, что-то человеческое. «Филин!» Выдохнуло существо. Старик замер. Господи! Существо дрожало, будто внутри еще шла борьба. Последняя, мучительная. Остатки сознания. Остатки человека, остатки того, кого звали Ворон, пытались пробиться наружу. Существо схватилось за голову, зашипело, издало звук, похожий на плач, но искаженный, животный, будто кто-то пытался плакать, забыв, как это делается. «Прости!» выдавило оно. Илин шагнул ближе. Существо подняло голову, и в глазах больше не было ворона. Только желтый, тусклый свет, только голод. Существо бросилось вперед. Илин выстрелил. Раз. Пуля вошла в плечо. Существо даже не замедлилось. Два. В грудь. Кровь черная, густая, брызнула из раны. Тварь дернулась, но не упала. 3. В голову. Существо остановилось, замерло на секунду, покачнулось и рухнуло на землю. Илин подошел ближе, перевернул тело ногой. Ворон лежал на спине, глаза были открыты. Желтые огоньки погасли. Из них снова смотрели человеческие глаза. Мутные, умирающие, но человеческие. «Спасибо!» прошептали губы, разрываясь в последний раз. И тело обмякло. Илин стоял над ним долго. Потом достал из кармана фотографию, положил на грудь мертвого сталкера. «Прощай, Ворон!» Он ушел, лес снова затих. Эпилог. Через год сталкеры все еще рассказывали легенду о Вороне. Говорили, что в рыжем лесу иногда можно услышать шаги, тяжелые, медленные, а затем хриплый ломаный голос. «Не ходи сюда!» Некоторые считали, что это предупреждение, другие – ловушка, но старые сталкеры знали правду. Ту ночь, когда Филин выстрелил, сознание Ворона вернулось за секунду до смерти. Достаточно долго, чтобы понять, что произошло. Достаточно долго, чтобы поблагодарить. А потом оно ушло навсегда. Но говорят, что в зоне не бывает навсегда. Говорят, что зона помнит каждого. И иногда, когда туман особенно густой, красный свет заката падает на деревья. Среди рыжего леса можно увидеть два силуэта. Один высокий, сутулый, в рваном плаще, второй маленький, в белой ночной рубашке. Они стоят на обочине старой дороги и смотрят на людей желтыми глазами. Зона забрала его, но где-то там, глубоко, в самом сердце мутанта, все еще теплится крошечная искра того, кем он был, и в редкие, короткие мгновения, когда туман рассеивается, а ветер затихает, эта искра просыпается. Он вспоминает все и плачет,
но слез у него больше нет, только пустота. Спасибо за просмотр. До встречи и спокойной ночи.